Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю приготовить такой вкусный домашний творог в мультиварке Ninja Smart Lid. На самом деле можно готовить абсолютно в любой мультиварке, он будет такой же вкусный и рассыпчатый, как и в этой мультиварке. Дальше я подробно расскажу, как его готовить, какие есть особенности и на каких режимах лучше всего это сделать. Итак, для приготовления творога я взяла 1 литр кефира и 1 литр простокваши. Также нам понадобится чаша мультиварки, ну и сама мультиварка. Итак, приступим. Теперь нам остается в чашу мультиварки вылить кефир, литр кефира, литр простокваши. Итак, кефир и ряженка у нас уже в чаше мультиварки. Ползунок оставляем в крайнем правом положении. Включаем мультиварку. Здесь я хочу заметить, что творог можно готовить на двух программах. Это программа йогурт. Но на программе йогурт есть два режима. Режим йогурт и режим ферментации F и R. Но нам нужен для приготовления творога именно йогурт, потому что именно на этом режиме мультиварка сначала делает как бы пастеризацию, набирает температуру до 85 примерно градусов, и потом она потихоньку остывает, что как раз таки нужно для приготовления творога. В этом режиме также можно задать время 2,5 часа. Но сегодня я хочу показать, как мы будем готовить с вами на программе соус вид, потому что температура нам нужна примерно 70-75 градусов. Время не время, а температуру мы устанавливаем. У меня американская мультиварка, поэтому мы в фаренгейтах здесь указано, не в градусах. В градусах это примерно 70-75, как я уже сказала. А в фаренгейтах это 155-160 градусов. Время приготовления мы уменьшаем до примерно 2:30. У меня небольшой объем. И нажимаем старт. Если кефира очень много, например, не как у меня 2 литра, а больше, то можно смело установить 3 часа. 3 даже с половиной часа. Если кефира, как у меня, мало, то можно оставить как есть. Можно использовать кефир, например, более жирный, или можно смешать кефир с молоком. Можно добавить сливки, то это тоже очень вкусно, и жирность творога, она очень сильно изменится, и он будет либо кислый, более кислый, если меньше жирности, если чуть больше жирности, он будет более такой нежный, но это уже на ваш вкус. И сейчас мультиварка, она у нас набирает температуру, и потом она перейдет в режим уже приготовления. Как раз в этой мультиварке больше нет таких режимов, которые, например, кефир невозможно включить, принудительно включить, как, например, в других это было мультиварках, поэтому соус вид в этом плане очень сильно выручает. Итак, засекаем 2,5 часа и ждем. Но запомним, что сначала температура должна набраться, поэтому времени уйдет немножечко больше, чем 2,5 часа. Итак, заданное время у нас вышло. Я подготовила чашу, нейлоновый мешок, куда мы будем перекладывать творог. Можно мешок использовать, например, хлопковый или марлевый, как угодно. И очень аккуратно перекладываем наш подготовленный, отделившийся от сыворотки творог в мешок. Делаем это очень аккуратно, потому что я, к сожалению, взяла железный половник, и силиконового у меня не оказалось под рукой. Вот, поэтому, чтобы не поцарапать чашу, нужно делать это очень аккуратно. Ну, теперь просто затягиваем мешок, и можно его подвесить примерно на час, на 3 часа, смотря какой творог вы любите. Если по суше, то можно подольше оставить его отвисать. Если понежнее, помягче, то можно и достаточно часа. Ну вот и все. Вкусный, рассыпчатый домашний творог готов.
Все на самом деле очень просто и очень легко готовится. Из этого творога я делала и запеканки, и сырники. Все получается всегда очень вкусно. И также можно подавать со сметаной, с ягодами. В общем, кто как любит. Большое спасибо, что досмотрели до конца это видео. Буду очень рада вашим отзывам и вашим комментариям. Всем хорошего дня. Пока-пока.